необычное, удивительное, загадочное, не поддающееся никакой логике, ставящее в тупик, во все времена притягивало внимание человечества, манило, завораживало. Люди, обладающие неординарными способностями или, как говорят, не такие, как все, встречаются не так уж и редко в нашей жизни. Но некоторые случаи уникальны, и они вошли в историю. Кто все эти люди, чудаки или загадки природы? А может и то, и другое? Многие странные способности не подлежат разумному объяснению, но они есть, и о некоторых из них мы хотим рассказать. Первым в нашем рассказе мы хотим упомянуть Нострадамуса, жившего в XV веке, но и в XXI веке о нем знают все. Первое предсказание «Смерть короля» Нострадамус сделал в 50 лет после того, как почувствовал, что видит будущее. Все сбылось точь-в-точь так, как предсказывалось. Необычайно, но даже свою смерть Нострадамус напророчил сам и рассказал об этом друзьям. Большинство предсказаний пережили своего создателя на несколько веков вперед и не перестают удивлять и сегодня. Еще одна великая историческая личность – это Вольф Мессинг. Примеров подобных людей история не сохранила. Это был невероятный человек и великий гипнотизер. Он собирал огромные залы и проводил выступления, называя себя телепатом. После того, как Вольф Мессинг по просьбе Сталина среди белого дня ограбил банк и спокойно вышел, используя исключительно свои способности, пошла молва о его невероятной силе внушать и читать мысли. Невозможно не вспомнить болгарскую целительницу и провидицу Вангу. Она по праву считается одной из самых великих личностей XX века. Ванга излечивала людей от тяжелых заболеваний и видела будущее, хотя была слепой. Свой дар Ванга объясняла очень просто. Она видела умерших родственников, собравшихся вокруг стоявшего перед ней человека, задавала им вопросы, и те отвечали ей, а провидица просто передавала информацию живым. Талант нашего следующего героя заключается в том, что он не боится даже самых страшных и ядовитых змей. Когда Сингх Абу работал в террариуме, его укусила кобра, и укус практически никак не повлиял на его здоровье, хотя любому другому человеку не поздоровилось бы. И дело вовсе не в характере, а в особенностях организма Сингха Абу. Медицинские обследования показали, что кровь этого человека не принадлежит к известным группам крови. Состав ее настолько уникален, что змеиный яд попросту разложился и усвоился человеческим организмом. Фрэнк Уайт – уникальнейший человек, который в жизни никогда не носил часов, но в любой момент он знает, который час до секунды. Фрэнк никогда не ошибается на этот счет. Если разбудить его ночью и спросить о времени, он безошибочно назовет цифры. Однажды инженера-электрика Уайта направили в медицинский центр. Войдя, он определил с точностью, что настенные часы спешат на 52 секунды, и, как всегда, не ошибся. Медики и дальше намерены изучать феномен этого необыкновенного человека. Прахлад Джани родился в 1929 году. Это индийский йогин и святой отшельник. Прахлад Джани живет в пещере у храма богини Амба-Мата. К нему приходят многочисленные паломники. До 7 лет мальчик ничем не выделялся, но потом случилось невероятное и невозможное. Прахлад перестал пить и есть, при этом чувствовал себя совершенно нормально. Таким невероятным человеком заинтересовались ученые и медики, которые не нашли объяснений этому феномену. Сегодня Прахладу Джани почти 90 лет. Он ведет уединенный образ жизни и очень хорошо себя чувствует, так ничего и не употребляя в пищу и питье. Голландец Вим Хоф обладает удивительной способностью выдерживать экстремально низкие температуры. Он бегал марафоны по снегу в шортах и босиком при температуре воздуха ниже 20 градусов, установил мировой рекорд пребывания в ледяной ванне 1 час 52 минуты, совершил восхождение на вершину горы Килиманджаро в шортах и босиком. Исследователи подтвердили, что Вим Хоф способен сознательно контролировать свою вегетативную нервную систему и реакции иммунной системы. Тай Нгок. Этот человек не спит уже более 40 лет. В 31 год Тай Нгок переболел гриппом и перестал спать. Ночью вьетнамец читает книги или смотрит телевизор. Тай неоднократно обследовался у врачей, но никто так ничего и не выяснил. Ясно лишь то, что бессонница никак не влияет на жизнь вьетнамца,
и он, как и раньше, занимается рыболовством, земледелием, кожевничеством и может носить мешки по 50 килограмм. Француза Мишеля Латито на родине называли «месье съест все». В 9 лет впервые парень съел телевизор. В период с 1959 года по 1997 год он поглотил около 9 тонн металлических предметов, включая 7 телевизоров, 18 велосипедов, 15 тележек для покупок, гроб, часть Эйфелевой башни и самолет, на который у Мишеля ушло 2 года. Металл разрезается на мелкие кусочки, поливается растительным маслом, проглатывается, запивая водой, и успешно переваривается. Умер Мишель Латито в 2007 году, как ни странно, естественной смертью. Молодой человек Франциско Доминго Шоаким вытворяет поистине шокирующие вещи мышцами лица. Он может раскрыть свой рот на 17 сантиметров. В марте 2010 года Франциско продемонстрировал свои удивительные способности представителям книги рекордов Гиннесса. Рекорд, поставленный Жоакимом, официально звучит так: «Самый широкий рот в мире». Это позволяет ему за 1 минуту 14 раз положить и вытащить банку с Кока-Колой. При этом он не чувствует никакого дискомфорта и охотно позирует перед камерами, поворачивая банку во рту. Вот такие они, одни из самых необычных людей планеты. Все эти люди по-своему уникальны, но главное то, что они доказывают всем, насколько уникальным может быть человек. Конечно, это только некоторые из невероятных людей планеты. В следующих роликах вы узнаете о других, не менее шокирующих способностях людей, живущих рядом с нами. Это как минимум интересно. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.